Сейчас у нас в Китае безвизовый режим. Для тех, кто хочет воспользоваться этой возможностью, но пока еще плохо себе представляет, куда вообще можно поехать в Китае, я и создала это видео. Я самостоятельно пересекла Китай с севера на юг и обратно, побывав в более чем с 10 городах. Поэтому мне не понаслышке известна эта проблема, как выбрать, куда поехать. Ведь в принципе Китай довольно-таки большой. Здесь только о моем настоящем опыте и только о тех городах, которые я видела своими глазами. Мой самый большой фаворит в конце видео. Вы, конечно, уже слышали про города Пекин, Шанхай и Санья. Это самые знаменитые, известные всем туристам в мире города Китая. Эти три города все равно, что Москва, Петербург и Сочи для России. Думаю, плюсы и минусы вы уже сами сейчас примерно можете себе представить. Из плюсов. В этих городах больше людей говорит на английском. Но не обольщайтесь, больше не значит много людей. А в Санья, это, кстати, город на острове Хайнань, и вовсе вам английский не пригодится. Это самый дорогой курорт Китая. Сами китайцы туда в основном не ездят, зато там бывает много русских туристов, и персонал отелей уже освоил наш язык. Другой жирный плюс: в Пекине и в Шанхае вам легко будет найти русскоговорящего гида. Высокий туристический поток и нагрузка этих городов, естественно, оказывает влияние на цены на отели и прочее. В Пекине они выше, думаю, в 2-3 раза, чем в регионах. Ну и самый большой минус для меня, для кого-то это может быть плюс: Пекин, Шанхай — это все-таки мегаполисы. Сугубо по моему личному мнению, мегаполисы, столицы в мире плюс-минус устроены одинаково. К слову, Пекин сильно смахивает на Москву. Здесь, конечно, не последнюю роль сыграли тесные связи с Советским Союзом. Большую часть Китая занимают Тибет и Синьцзян. В Тибет попасть туристу без организованной туристической группы невозможно. Это довольно-таки недешевое удовольствие, про это можно поговорить отдельно. А в Синьцзяне не очень простая политическая ситуация. Я не уверена, как сейчас туда можно попасть. На мой сугубо личный взгляд, это Китай для продвинутого туриста. А сейчас я вам расскажу о тех городах, которые мечтают посетить сами китайцы. Они широко известны среди туристов, но внутри страны. Осмелюсь предположить, что это именно тот Китай, который вы себе представляли из фильмов и книг. Город Лидзян. Лидзян знаменит своим историческим центром. Здесь вы окунетесь в атмосферу древнего Китая. Но это не все. Сами китайцы обожают путешествовать на соседние горы. Это самое начало Тибета. И именно здесь вы можете краем глазка заглянуть на этот запретный лакомый кусочек. В национальные парки вокруг Лидзяня легко можно добраться на обычном автобусе. Я сама это делала, не нужно покупать никаких туров. Те, кто едут в Лидзянь, обязательно заглядывают и в Дали. Он располагается всего в паре часов на поезде от Лидзяня. Здесь вы также сможете насладиться прогулкой по улочкам, которые передают атмосферу древнего Китая. Но если в Лидзяне эти улочки скорее реставрация, как и во многих местах в Китае, то здесь вы можете своими глазами увидеть 3 пагоды, которые были построены еще в 9 веке и устояли после самого разрушительного землетрясения в этом регионе, которое стерло с земли весь город, но эти пагоды остались стоять. Кроме того, здесь есть магическое озеро. Сами китайцы верят, что, приехав в Дали, можно найти свою любовь. А теперь, как я обещала, место, в которое я влюбилась в Китае, это Яншуо, небольшой курортный городок в Китае с пейзажами, которые были удостоены чести красоваться на купюре в 20 юаней. Плав на плотах по рекам среди карстовых холмов, тропические фрукты, несложное восхождение на вершины самих холмов, деревушки, в которых можно подсмотреть, как живут местные. Надеюсь, вы вдохновились на свои приключения в Китае. Если хотите, чтобы я рассказала поподробнее про каждый город, как туда доехать, сколько стоят билеты, сколько стоят отели, пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал.